Вытри ноги. Вымой руки. Надень повязку. Что? Это к нему. Кто? Феи. Кто? Феи. Феи. Пусть вытрут ноги. Тюльпина, фея. Гиацинта, фея. Лилиана, то же самое? Фея. Захаров Николай Николаевич, служащий. Моя жена Ляля. Наш мальчик. Браво, браво. Браво, браво. Браво, 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 браво. 2 капли воды, мама. 2 капли воды, папа. И папа, и мама 4 капли воды. А мы кое-что принесли вашему малышу. Импортная шерсть. Нет, это не шерсть. Это волшебный клубок. Он приведет вашего мальчика к дверям счастья. К дверям счастья. Слышишь, глупыш? Этот шарик приведет тебя к дверям счастья. Попрошу всех к столу. За прелестных фей. Нет, нет, за маленькую. За маленькую. Какой волшебный напиток. Давайте споем. Давайте. Споем, будь споем. У Божьей у коровки родились ребята, а называются они Божьи телята. Тумба-тумба-тумба-тара, тумба-тумба-тумба-тара. У лягушек лягушата.
котята, у медведей медвежата, а куриные ребята называются цыплята. Тумба-тумба-тумба-тара, тумба-тумба-тумба-тара. Арчи хочет головастик поскорее вырасти. Настоящей жабой стать, жить в грязи и сырости. Тумба-тумба-тумба-тара, 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 тумба-тумба-тумба-тара. Как красиво. Да, но уже не модно. А вот это модно. Но не очень красиво. Он играет счастьем нашего ребенка. Нехорошо, Колечка, перестань. В чем дело, лялечка? Я, кажется, ничего лишнего себе не позволяю. Кыш, 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 кыш. Агу. Ишь ты какой. Агу. Так, внук правильный. Молодец, дочка. Здравствуй, чиновник. Поздравляю. Здравствуйте, красавица. Папа, это феи? Очень приятно. Туляков Семен Прохорыч, слесарь в отставке. А вы, значит, феи. Феи. Замужние. Девицы, значит. Семен Прохорыч. Да погоди, чиновник. Я внуку подарок принес. Вот. Клещи-кусачки. Их еще мой прадед своими руками выковал. Вечная вещь. Папа, А вот молоточек. Такого в магазине не купишь. Пилка-ножовочка, тесочки слесарные, дрелька и сверлышки к ней, плоскогубцы, рашпилек. Эх, хороша вещица. папочка, но зачем вы всю эту гадость притащили? Гадость? Это не гадость, матушка, а рабочий инструмент. С ним и дед мой, и прадед трудились, росли и выходили в люди высокой квалификации. Папочка, нашему мальчику ничего этого не нужно. Почему не нужен? Этот мальчик будет расти не по дням, а по часам. А когда ему исполнится 6 лет, он выйдет в чисто поле и скажет: Лети, клубок, как голубок, но только прямо, а не вбок. и этот клубок приведет его к дверям Счастья.
И не придется ему ни учиться и не трудиться. Вот вы, значит, растить собираетесь. Бездельника не позволю. Он хочет выбросить в окошко счастье нашего мальчика. Коля, девочки, миленькие, остановите его, удержите, удержите! Не позволю. Не допущу. Не допу. Фу. Ну, знаете, ваш папочка очень трудно поддается волшебству. А теперь сверните его в трубочку и отнесите на квартиру. История. Понимаю, голубчики. Все понимаю. Только вы меня не жалеете. Скрутили старика в трубочку, а он все равно выкрутился. Я, голубчики вы мои, за внука беспокоюсь. Погубят его глупые родители. Надо мне к академику Петру Арестовичу Волшебникову сходить и с ним посоветоваться.
Днем хороший мир, большой простор. И я веду с моей хорошей, большой хороший разговор. И я иду, и ты идешь, ты хороша, и я хорош. Ты хороша, и я хорош. Превосходно. Плывет по стройке экскаватор. Дом, трудом, домна, огромна. Гудок, молоток, свисток, исток, сток, 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 сток. Семен Прохорович, до чего кстати, дорогой? Здравствуй, Петр Арестович. Ты знаешь, я без тебя как без рук. Опять мой автомат испортился. Ну что ж, поглядим. Вот. Винтик у него из головы вылетел. Готово? Плывет по стройке экскаватор и быстро роет котлован. А там внутри сидит новатор Бобров Васильевич Иван. Скажи на милость, зачем ты эту машину изобрел? Как зачем? Она стихи сочиняет. Бобров Васильевич Иван. Правильно, сочиняет. Да уж больно дрянные. Пилоты хорошо, что дрянные. Мой автомат призван решить благороднейшую задачу. Избавить тысячи рифмоплетов от бессмысленного никому не нужного труда. Умный ты человек, Петр Арестович. Вот поэтому я к тебе и пришел посоветоваться. А что такое? Внуку моему феи подарочек принесли. Так. А что за подарок? Клубок счастья, Петр Арестович. Так прекрасно. А я, Петр Арестович, опасаюсь. Чего? Счастье-то готовенькое. Все понятно. Минуточку. Что такое счастье? Ты хочешь отвечать? Счастье это... Ох! Петр Арестович, у тебя машина, недомерок. И то ты ее жалеешь. А у меня внук. Спроси ты своих железных умников, можно ли человеку с малых лет обещать готовое счастье? И что из такого человека получится? Лодырь, бездельник, лентяй. Что ж ты хочешь добавить, малютка? Я хочу добавить балбеса.
Правильно, малютка, правильно, молодец, молодец. Ну, как, Прохорыч, теперь тебе все ясно? Все. Мальчишку к готовенькому счастью не допущу. Чей грубый ум, чья черствая душа осмелятся на злое самовластие и вырвут из ручонок малыша волшебницы дарованное счастье. Скажи, пожалуйста, почти настоящие стихи. А ведь это ты его так хорошо отрегулировал. Отрегулировал на свою голову. Совсем меня с панталыку сбила твоя механика. Вот бы самому пойти да проверить, что это там за счастье такое. Ах, вот что. Погоди, погоди, погоди. А ты в руках этот клубок держал? Держал. В таком случае... Этого вполне достаточно, чтобы синтетическим путем воссоздать весь клубок. Завтра утром, Семен Прохорыч, ты будешь стоять у дверей счастья. Страна счастья. Клубочек имеете? Имеем. Проходите. Святовно тут у вас. Что же вы хотите? Кисель? А речка молочная. Как полагается. А где у вас тут детишки помещаются? Вот вам счастливые детишки школьного возраста. Летние каникулы, осенние каникулы и зимние каникулы. Опять же, весенние каникулы. Все время каникулы. Все время. А зачем им тогда школа? А какие же каникулы без школы? Выпускной бал.
Ну-ну, беритесь за руки. И вы новенькой, идемте. К сведению новичков. Распорядок дня в палате счастья для престарелых следующий. В 9 утра завтрак. Затем до часу дня утреннее качание в качалках. Потом обед. И снова качание в качалках. В 20 часов ужин и вечернее качание в качалках. В 22 часа сон. Во время сна демонстрируется художественное Во время сна демонстрируются художественные полнометражные сновидения. Домашние животные для полноты счастья. Тьфу ты! Стойте! Стойте! Куда ты? Стой! Держи его! Это вовсе не мое счастье. Скажи, малютка, сколько будет 5 5? 25. А кто основал Москву? Юрий Долгорукий. А куда впадает Волга? Каспийское море. Что с тобой, Прохорыч? И почему тебе пахнет так простоквашей? Беда, беда, Петр Орешкович, беда, беда. Спасать внука надо, спасать. Спасем. Да не успеем. Мальчишка-то растет не по дням, а по часам. На основе этой модели мы создадим электронную, управляемую на расстоянии механофею. Мы отправим ее в страну счастья.
старухи примут ее за свою, она повесит мой замочек и закроет это счастливое заведение навсегда. Таким образом, мы двинем против волшебства науку, а? Понятно? Понятно. Но пока мы тут рассуждаем, мальчишка-то растет, растет, растет. Колечка, как по-твоему, поле достаточно чистое? Чистая, лялечка. Да ладно, чистое! Погоди, сынок, почему ты так торопишься? Да ладно, давай клубок. Ну дай хоть поцеловать тебя на прощание. Ладно, целую. И мамочку. Ну тебя. Ах, сынок, сынок. Лети клубок, как голубок, но только прямо, а не в бок. Будь счастлив, сынок! А что же мы теперь будем делать? Поедем в Кисловодск отдыхать. Старуха на солнышко вылезла. Да, непредвиденное обстоятельство. Ай, та малютка обогнала мальчишку. Я маленькая фея Электра. Я пришла к вам учиться. Тебе еще рано учиться. Тебе еще играть нужно. Научите меня играть В жмурки. в шмурки. Вот, пропустите. Не видишь? Заперто. Заперто. Заперто, заперто. А что же мне теперь делать? Ступай ты в царство быстрых подвигов и легких побед. Там, если заслужишь, золотой ключик получишь. Он все двери открывает. А где же это царство помещается? Вон там, направо, за углом. Царство
царство быстрых подвигов и легких побед. Пропустите меня, пожалуйста. Пропустите! Пропустите! Не понимаю. А теперь понимаешь? Теперь понимаю. Но одна я ничего не решаю. Решают все головы вместе. Ну, ты, мальчик, проходи. А мы посовещаемся. Пускать тебя или не пускать. Уважаемые головы, на повестке дня один вопрос. Пускать мальчика или не пускать? Я полагаю, что вопрос следует ставить шире, о мальчиках в целом. Почему в целом? Потому что один мальчик погоды не делает. А сколько мальчиков делают погоду? Почему вы говорите только о мальчиках? Девочки тоже делают погоду. Я полагаю, Ну что за разговоры о погоде, когда перед нами стоит серьезный вопрос, пускать или не пускать? Быстрый подвиг номер один! Быстрый подвиг номер один! Быстрый подвиг номер один! Бездонная пропасть! Кто захочет, перескочит. Кто захочет, перескочит. Кто захочет... Хочу! Быстрый подвиг номер два! Номер два! Номер два! Отвесная скала! Желание есть, можешь залезть. Желание есть, можешь залезть. Желание есть? Есть! вопрос, по-моему, ясен. Предлагаю резолюцию. Мальчика не пускать. Правильно. Неправильно. Головы. Ты нельзя поосторожней. Прошу прощения. Я волнуюсь и говорю с огнем. К тому же я голова дракона, а не дохлая лягушка. Я, батюшка, тоже не дохлая лягушка. Осторожней с огнем. Правильно. Неправильно. Быстрый подвиг номер 7. Номер 7. Стадо бешеных слонов. Нет ружья? Нету. Ну что ж, неважно. Все равно. Стреляй. Отважно.
пускать! Мальчик, открыть этот замок можно только ключом, который ты сделаешь сам своими руками. Иди к мастеру, который сделал этот замок. Он тебя научит. Дяденька. Не дяденька, а дедушка. Дедушка, Чего тебе, внучек? научите меня ключи делать. Можно. Сначала берут с верстачной доски металлический прут и зажимают в тиски. И один из кусков, что торчит из тисков, назовем заготовкой и отпилим ножовкой. Ничего не утаиваем, все секреты откроем. Бородку припаиваем медным припоем. И, как полагается, с другого конца ключ загибается в виде кольца. Смотрите, вот он, ключ перед вами, мною сработан моими руками. Дедушка, можно я попробую? Попробуй, внучек. Сначала беру с верстачной доски. Ой-ой-ой-ой-ой. Металлический прут и зажимаю. Дедушка, а чего у меня ничего не получается? Без привычки. Вот, возьми молоток. Ты его за горло хватаешь. Вот он и не дается. А нужно вот так. Возьми плоскогубцы. А ты рукавчики засучи. Инструмент не любит, когда за работу спустя рукава берутся. Сначала берут. Так. Нет. Так. Смотри, дедушка. Молодец, внучек. А дальше что делать будешь? Как полагается. С другого конца ключ загибается в виде... кольца. Припаять нельзя? Нельзя.
Сначала берут с верстачной доски металлический прут и зажимают. Пятью 5, 25. Наша берет. Мальчишка-то, оказывается, я тебе дам, старается. Это очень хорошо. А ты что не веселый? Поэтический автомат пропал. Неужели стихоплета украли? Кому он нужен? Просто вообразил себя настоящим поэтом и ушел. Понятно. На людей посмотреть. Нет, только себя показать. Где же его теперь искать? От зависти злобной враги говорят, что я не поэт, а простой автомат. Напрасно клевещут злодеи. Машина не может кудрями трясти. Машина питание берет от сети, поэт от сухой батареи. Гениально! Ты поэт, и я поэт. Выпьем. А детские стишки ты можешь сочинять? У меня дружок в редакции. Место Петя в автобусе уступил свое бабусе. Так не надо поступать, все бабусям. Все бабусям. Уступать. Пушкин. Гений! Давай работать вместе. Ты будешь сочинять, а я по редакциям бегать. Из цикла раздумья. Гений! 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 Ваши. Этот мой. А это вы увидите. Увидите. Объясни ему, малютка. Стыдно. Не твое дело. Очень стыдно. Отстань. Ах, бедняжка. Значит, мне опять в чистое поле идти. Как знаешь. До свидания, дедушка. До свидания. До свидания. До свидания, внучек. Ну, ладно. Ты что? Клубок забыл. Эхе-хе. Клубок.
Прохорыч! А у меня внук ушел. Что с ней? Сломалась. Скажи, малютка, сколько будет 5 × 5? Каспийское море. 5 × 5. Юрий, долгорукой. 5 × 5. Ну вот, видишь? С глазами что-то. Ничего не вижу. Дедушка, дедушка, да я попробую. Скажи, пожалуйста, вернулся. Значит, нашу взяла. Ну как? Возьмешь в ученики? Посмотрим, посмотрим. Готово. Сколько будет 5 × 5? 25. А кто основал Москву? Юрий Долгорукой. Моя маленькая фея. А теперь скажи, что такое счастье? Счастье — это... Брось шалить. Брось. Подумай и отвечай. Счастье — это... Ах, вот ты где! Вот ты где. Счастье — это когда человек много знает, Много умеет. И все это отдает людям. И все это отдает людям. Да-да, отдает людям.